Всем привет, ребята! С вами Шар. Не будем тянуть шары у всех подряд. С тебя лайк и все такое. Но намек тебе понятен. Начинаем! Разработчики порадовали нас новым патчем, в котором дали много всего. Патч 01.00.200 и фикс 201. Добавлены снежные бури и песчаные бури, о которых я говорил. Максимальное количество уровней стало больше, их стало 150. Также я протестировал почти все оружие, по изменениям, а не на экране. Кстати, это видео начало нового конкурса. Условия в описании. И поздравляю Нок226 с получением приза. Скрины в сообществе Ютуба. Продолжаем. Основное вспомогательное оружие. Дуговой метатель, исправленный сбои при зарядке. Теперь для выстрела всегда требуется 1 секунда. Исправлен баг, когда после первого заряда он заряжался быстрее. Уменьшено расстояние с 50 до 35 метров. И увеличена сила удара. По мне, урон у него достойный, и дальности достаточно. Это до сих пор мета в игре. И мне кажется, что у Тесла башни тоже урон вырос. Сторожевой пес. Теперь он полностью устанавливает боеприпасы из ящиков с припасами. Честно скажу, я им не пользуюсь. Мне нравится лазерный. Крупнокалиберная винтовка. У нее увеличился урон на 30%. Урон у нее есть и действительно стал ощущаться на автоматонах. В голову теперь можно бить даже хэви врагов. Без всяких напрягов. Зажигательный разрушитель. Урон от каждой пули увеличен с 15 до 20 единиц. До сих пор проходное оружие, но некоторым стало больше нравиться. Урон у него поднялся, но больше за счет именно того, что урон от огня за тик увеличен на 50% по всем источникам. А это значит, что огнемет стал лучше. Я посмотрел его на автоматонах, и враги в тяжелой броне тоже быстро падают. Пробойный освободитель. Теперь доступен полностью автоматический режим. Это, как говорится, не все. Я пробовал его на автоматонах и понял, что у него началась вторая жизнь. Это очень удобное оружие, которое действительно пробивает среднюю броню и пулеметчиков щитов. Можно убивать быстрее. Доминатор. Увеличен урон с 200 до 300. Увеличен урон от шатания. Пока я заметил только увеличение урона. И более ничего. Но как было понятно со слов разработчиков, они решают вопрос с отсутствием взрывного урона. Но если взрывной урон будет, есть шанс на его использование в удовольствие. Антиснайпер. Увеличена пробиваемость брони с легкой до средней. Для меня ничего не поменялось. Шлаком была, шлаком осталась. Крушила. Уменьшен урон от шатания. Уменьшен урон с 280 до 250. Уменьшена сила разрушения. Исправленная бронепробиваемость в меню. Очень обидно. Я когда-то ее очень рекомендовал после первого балансового патча. Сейчас ей порезали и ее фишку. Также крушила, пробивной освободитель, сенатор, исправлено неправильное описание бронепробиваемости в меню. После таких патчей забываешь про любые оплошности разрабом и хочешь сказать всем, кто игру хейтит, они пошли бы вы колбаской по малой спаской мелочь собирать. Так на чем я остановился? Точно. Но и это еще не все. Разработчики занесли в игру то, о чем не рассказали. Дата-майнеры смогли вытащить видео из игры 4 стратегем. Это ракетная установка Airburst, хотя ее сейчас нельзя вызвать, так как она приведет к сбою игры. Так и противотанковые мины, о которых я говорил. И также 2 вида баррикад, что подтверждает намерение разрабов ввести в игру эти стратегемы. Но при этом видео про рюкзак с аптечкой еще не нашли. Хотя что там, надо просто поменять текстуру. Боеприпасы на шприцы. Все в игре есть, надо просто доделать. Еще в игре достали несколько рисунков текстур зданий иллюминатов и текстур оружия. Но оружие уже было, поэтому его показывать не буду. После патча в игре добавили наконец машину AT-AT шагоход или конвейер. Это ультимативный босс автоматонов, который очень медленно двигается, имеет тяжелую броню,
большое количество здоровья, большую пушку и тяжелый пулемет. Уничтожается намного сложнее, чем Титан Жуков. И это здорово. Встреча с ним вызывает реальный восторг. А еще нам сделали сюрприз и добавили автоматоном летающие корабли атаки, о которых я тоже говорил. Они имеют ракетное вооружение и пулемет, и появляются подобно летунам с базы по производству. Обычно появляется от 2 до 3 кораблей. Сбивается как ракетами, так и квазаром, безоткатной пушкой или ракетницей, лазером и даже гранатометом и тяжелой снайперкой. Да почти любым оружием можно их сбить. В файлах игры также появились новые фоны для персонажа. Коллекционеры, ваше время придет. Варбонд Демократический взрыв не за горами. И в файлах игры есть его официальная картинка. Если вы не видели его состав, то можете зайти по подсказке или в описании к видео есть ссылка на данный Варбонд. Единственное, что я смог понять, какая будет еще одна броня, о которой я не говорил. Это легкая броня инженерная, мастер-подрывник. Остальное в комплекте не изменилось. Смотрите в предыдущих видео. В игре добавились, но еще не до конца нарисованные комплекты брони. Названий у них нет, и частично нет даже описания. Первый комплект – тяжелая броня, похож на мозаику из морского десанта. Статы есть. Снижение отдачи. Второй комплект – средней брони, на вид напоминает Call of Duty и чуть-чуть Рэмбо. Особенности, кроме внешки, нет. Третий образец тяжелой брони и шлема аквалангиста, без дополнительных статов. Четвертый комплект – ультратяжелой брони пустынного бойца с гранатами, но при этом бонуса гранат тоже нет. Обидка! Пятый комплект тяжелой брони. Мне она почему-то напоминает Mass Effect, но это я заблуждаюсь. Больше на элитного бойца Звездных войнов. Шестой комплект легкой брони морского цвета. Стата разведчика. Интересно, будет ли популярен? Седьмой комплект средней брони, но походит на тяжелую. Пассивка инженера, смотрится жестко и лаконично, особенно с красным черепом на лбу. Восьмой комплект средней брони инженер. Выглядит как повстанец из Звездных войнов. Или как дикарь. Подпишись и получай новости по игре. А также заходи на стримы. Играйте в хорошие игры. Играйте в кайф. Всем пока-пока.